Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем с вами очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 13 марта и киевское время 19 часов. Российский агрессор не оставляет намерений по оккупации Украины. Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных выше направлениях. Российская Федерация продолжает применять тактику террора, осуществляет неизбирательные обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в частности по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины. Опять сегодня летали самолеты, и Ту-160 поднимался в воздух, и МиГ-31. Но правда не те МиГи, которые оборудованы под ракетный комплекс «Кинжал», но тем не менее. И были в воздухе Ту-22М3. Так что воздушные тревоги сегодня звучали по всей Украине и в отдельных областях. Высоким остается на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию враждебных позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск, вел безуспешные наступательные действия и продолжаются локальные бои на участке от Площанки до юга Дебровы. Вот такая обстановка на Купянском и Лиманском направлениях. Бахмут. Бахмутское направление. Враг не оставляет попыток захватить город. Пытается расширить вбитый по трассе Е40 клин. Да, они вклинились в нашу оборону. Но, кстати, попытки не такие активные, как само пробитие клина. Сбавили они немножко темп. Враг перешел балку Дубовый Яр и продолжает движение по балке Кудлина в сторону Орехово-Василовки. То есть, к сожалению, надо констатировать, что они имеют успех и пытаются его развивать. К тому же оккупанты подошли к высоте 224. Противник атакует Железнянское и Богдановку, и там бои продолжаются в настоящее время в районе Железнянского и Богдановки. Трудная ситуация в городе Бахмут, где враг давит с 3 сторон. С южной, самой тяжелой стороны, там самые активные действия. А также в частном секторе, с южной стороны, так как в частном секторе им удается продвигаться в сторону центра. Из открытых источников стало известно о возможном выходе оккупантов на трассу между Ивановским и Бахмутом. Сейчас уточняется эта информация, насколько это соответствует действительности. Если это правда, то еще один маршрут логистики или обеспечения наших войск перешел под контроль российских оккупантов. Видите, с одной стороны река Бахмутка защищает центр, а с севера и с юга, к сожалению, они перешли реку и движутся вдоль реки, но уже по правому берегу. Вот такая вот ситуация на Бахмутском направлении. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, здесь восточнее Авдеевки линия боевого соприкосновения выровнялась по трассе, то есть линия фронта. Враг очень неудачно сходил в атаку на Северное, понес большие потери, откатился на исходное положение. Продолжаются попытки оккупантов подойти вплотную к Невельскому, но попытки безуспешные. В Марьинке продолжаются бои
там изменений не зафиксировано. Вот такая вот здесь ситуация. В общем, можно отметить, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлении тут более стабильная ситуация. Нам удалось стабилизировать фронт, и он за прошедшие сутки не изменился. Ну, Запорожское и Херсонское направление. Здесь противник ведет оборону, оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов. В основном вдоль линии соприкосновения на обоих оперативных направлениях. Вот. И последнее время участились или усилились обстрелы города Очаков. Я так понимаю, Николаевской области. Я так понимаю, что артиллерия достает туда, и они его обстреливают, чтобы нельзя было задействовать порт и тем более военные объекты в самом Очакове. Российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории. Недавно в Энергодаре оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала. На фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Так, на прошлой неделе было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов с осужденными женщинами. Это уже новый тренд, но это уже Министерство обороны, это уже не частные военные компании. То есть Министерство обороны Российской Федерации забрало право у Пригожина вербовать заключенных, теперь они сами пользуются услугами заключенных в плане восполнения потерь. А у меня тогда возникает логичный вопрос. Подождите, у вас же идет мобилизация. Так что мобилизация провалилась, начинает точнее проваливаться, и личного состава, который вы призываете по мобилизации, уже катастрофически не хватает, что вы кинулись собирать заключенных вместо пригожинцев, кинулись собирать заключенных по тюрьмам. Причем как женщин, так и мужчин. Вот интересный вопрос. Далее, в течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления российскими войсками, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов. Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 710 российских оккупантов, уничтожили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 1 беспилотник оперативно-тактического уровня, 6 автомобилей и 9 единиц специальной техники. По состоянию на утро сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. Ни один из этих кораблей не является носителем крылатых ракет «Калибр». Вот такая вот военная обстановка сегодня произошла за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь поговорим немного о военно-политической обстановке в Украине и вокруг нашей страны. Она очень интересная, появились новые подробности, связанные с Китаем, но начнем мы с Ирана. Самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко прибыл сегодня ночью в Иран и с утра встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. В ходе встречи подписано несколько договоров о сотрудничестве до 2026 года. Как-то так интересно. Обычно договора подписываются как минимум лет на 5, а иногда и на 10. Тут они подписали всего лишь на 3 года. До 26, даже на 2 получается. До 26 года они подписали договора о сотрудничестве в экономической, финансовой, культурной сфере, в сфере науки и образования и в сфере туризма. Ну что, наверное,
можно пожелать белорусам счастливого пути и туристические поездки в Иран с походами, с пешими походами в горы или куда там они еще смогут походить на ядерные центры Ирана, где там крутятся, посмотреть, как крутятся центрифуги и как обогащается уран. А иранцам, да, я скажу, что они теперь могут посещать, те, у кого есть деньги, могут посещать страну в центре Европы, да, с диктаторским пока что режимом, но тем не менее будут приезжать, оседать, устраиваться на работу, может быть. Вот. А может опять будут прорывать границу в Европейский Союз или на территорию НАТО. Но тем не менее. Перед этим я напомню, что Лукашенко посещал Пекин и 1 марта встречался с руководителем Пекина Си Цзиньпинь. Далее, очень интересная прозвучала речь, мы плавно переходим к Китаю, Си Цзиньпиня во время его избрания на 3-й срок руководителем Китайской Народной Республики. И в понедельник, прошлый понедельник, эта речь, которая звучала, она изменила риторику. Если ранее Китай все время говорил, он в своей речи китайский лидер назвал потребность в национальном воссоединении как сущность национального возрождения. Даже витиеватые фразы его речи говорят о витиеватости политики самого Китая, поставив вопрос об отношениях Тайваня с Китаем в центре внимания нового политического срока. Риторика лидера сильно изменилась, поскольку недавно он не исключал применение силы против Тайваня и активно устраивал провокации в море и в воздухе. Помните, очень частые нарушения воздушного пространства авиацией, нарушения морских границ Тайваня военно-морскими силами Китая. Сегодня об этом речи вообще не идет. Сегодня идет речь о национальном воссоединении как сущность национального возрождения. Вот такую формулировку определил Си Цзиньпин на ближайшее время. Кроме вышесказанного, глава Китая подчеркнул необходимость укрепить армию, сделав ее большой стальной стеной для защиты суверенитета и национальных интересов Китая. То есть отсюда можно сделать вывод, что Тайвань переходит во внутренние интересы, в программу внутреннюю повестку дня Китая. И все, что выходит за... И теперь армия должна стать стальной стеной вокруг этой внутренней повестки и, ощетинившись оружием, против всех тех, кто будет пытаться вмешаться в эту внутреннюю повестку. Вот такой вывод можно сделать из речи китайского лидера. Это во время его избрания главой КНР на 3-й политический срок. Далее, продолжая опять же тему Китая, мы знаем, агентство Reuters пишет, что скорее всего Си Цзиньпин собирается приехать в Россию и встретиться с Путиным. 21 марта ожидается визит на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters. Хотя до сих пор нет официального подтверждения ни в российской сегменте политическом, ни в китайском. То есть ни Китай, ни Россия пока что официально визит не подтвердили. Программы визита нету. Но вот агентство Reuters написало, что визит может состояться 21 марта. Что везет китайский лидер в Москву? Везет свой мирный план. Вот этот, или как они его назвали, это не мирный план, из 12 пунктов политическая позиция. После визита в Москву Си Цзиньпин собирается провести видеоконференцию с президентом Зеленским. И что очень вызывает огромное, я бы сказал, занепокоение, беспокойство. То, что он во главу угла ставит прекращение огня и начало переговорного процесса. Для нас это фактически капитуляция.
Почему? Потому что вы же все прекрасно понимают, что Путин будет использовать прекращение огня для перегруппировки войск и наращивания своих военного присутствия в Украине с последующим развитием наступательных действий. У Путина непримиримая позиция по нашей стране. Он не собирается уступать. А Си Цзиньпин никак не может, он свои интересы преследует, скорее, понятно. И поэтому для него важно прекращение огня и усадить нас за стол переговоров. Как они закончатся, ему все равно. Главное, чтобы было прекращение огня. Потом любая сторона, которая захочет первым открыть огонь, допустим, мы соберем силы и будем готовы пойти в контрнаступление, но нам этого сделать не дадут, потому что нас обвинят в агрессивности и развязывании войны на европейском континенте. И никто уже не вспомнит, что это наша исконная территория. Скажут, вы же согласились на переговоры, вот теперь и сидите и договаривайтесь. А мы уже это проходили, мы 8 лет договаривались в минском формате. И мы знаем, к чему это привело. Это привело к более жестокой, более кровавой войне, которая сегодня происходит на нашей территории. Вот такая вот. Также Си Цзиньпин вроде бы как хочет посетить после Москвы некоторые европейские столицы и встретиться с европейскими лидерами. Вот такое большое турне с попыткой выступить главным миротворцем в войне Украины и России. То есть он не отрицает, что надо строить переговоры на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности стран. Но переговоры, понимаете? А нам необходимо, чтобы он ставил во главу угла выведение войск. Это единственное условие, которое мы сегодня хотим увидеть и прочувствовать. Вывод российских войск с территории Украины. То есть уважение, то же самое, уважение суверенитета и территориальности. После этого мы готовы садиться за стол переговоров. Но только когда последний сапог российского солдата уйдет с нашей земли в границах 91 года. Потому что там же китайский лидер в своем плане пишет, точнее в своей политической позиции пишет, что в рамках Устава ООН, а в рамках Устава ООН Украина зафиксирована в границах 91 года. То есть Крым это Украина, и соответственно Донбасс это тоже Украина. Вот такая вот позиция. Я решил поговорить о ней чуть побольше, потому что это очень важно. И Россия, фактически Китай проталкивает российскую риторику, и Россия сегодня поднимает очередную волну в мировой прессе о том, что люди якобы устали, что надо садиться за стол переговоров, надо столбить территорию. Они, правда, не договаривают эту фразу, что надо застолбить те завоевания, которые есть сегодня. Так даже при этом, смотрите, даже при том, что Путин через тот же Китай пытается протолкнуть вот эту риторику, что давайте садиться за стол переговоров, они хотят захватить хотя бы еще метр нашей земли. Идут кровопролитнейшие бои на Бахмутском направлении. Они пытаются атаковать почти на всех, на Купянском, на Лиманском направлении, на Авдеевском, на Марьинском, везде. В районе Угледара они пытаются атаковать. Понимаете, то есть они до последней минуты готовы захватывать нашу землю. Но при этом сразу же садиться, вот еще кусочек захватили и все, они готовы сесть за стол переговоров. Нет, на такое соглашаться нельзя, иначе мы проиграем. И они опять пойдут на нас войной. Неважно, будет жив Путин или будет он при власти или нет, но в этом суть российской имперской политики. Так существует империя. Вот такая вот опять угроза нависла, потому что Китай будет очень сильно давить на наше политическое руководство, будет требовать начала переговорного процесса. А мы знаем, что у нас некоторые наши политические структуры очень слабые в плане переговоров. Мы помним, что было в апреле в Стамбуле прошлого года. Что Путин от радости хлопал в ладоши и кричал: мы же обо всем договорились, почему же вы вдруг не захотели подписывать. Далее, может разразиться большой политический скандал в Европейском Союзе. Дело в том, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий
дал польскому порталу интервью, и в котором сказал очень интересную фразу. Кстати, я сейчас объясню, эта фраза гуляет уже по Европе второй год. Вот где-то в 2020 году, и я даже скажу, кто первый эту фразу начал произносить. Так вот, Матеуш Моровецкий сказал, что в скором времени Польша раскроет документы о коррупционном влиянии России на евродепутатов. То есть список купленных Российской Федерацией евродепутатов они готовят к опубликованию. В декабре 2022 года общественность в Европейском Союзе потряс коррупционный скандал в Европарламенте. Такие страны, как Катар и Марокко, пытались повлиять на экономические и политические решения Европарламента, подкупая людей на важных должностях. Ну, видите, оказывается, европейцы тоже не святые. Сегодня мы знаем, сказал Матеуш Моровецкий, что в коррупции евродепутатов тоже проявились российские следы. Наш министр внутренних дел в скором времени раскроет документы о влиянии российских спецслужб, коррумпировавших евродепутатов, и причем тех, которые сегодня сидят и голосуют. А теперь предыстория. Я вам расскажу, что года 2 назад впервые о том, что очень много европейских чиновников и политиков были коррумпированы Российской Федерацией, заявлял Христо Гроздев. И он обещал, он даже называл цифру, он говорил, что у него есть список порядка из 600 политиков и чиновников Европы, которые, по его мнению, могут быть коррумпированы российскими спецслужбами. И он обещал этот список опубликовать. Ну, правда, как говорится в поговорке, авось и ныне там. Христо Гроздев так и не опубликовал ни одной фамилии коррумпированных чиновников. Ну, вот эту тему подхватил премьер-министр Польши. И я так понимаю, что Министерство внутренних дел Польши готово на днях опубликовать списки тех, которые им известны, я так понимаю. Число не называется, но ждем, господа европейские депутаты, кто там договаривался с российскими спецслужбами, кто получал деньги на свои счета офшорные или там какие-то другие тайные, вот, а может быть наличными. Россия, кстати, очень любит коррумпировать наличными деньгами, потому что их тяжело довольно отследить. Ну, посмотрим, давайте дождемся. Я так понимаю, ждать осталось совсем недолго. И мы узнаем фамилии этих депутатов. Будет очень интересно посмотреть, какие страны, чьи депутаты оказались слабыми на денежки или падкими на российские денежки и были коррумпированы российскими спецслужбами. И еще одна, как всегда, на пасашок, вишенка на торте, новость. Маленькая Северная Корея решила напугать близлежащие страны. Северная Корея запустила 2 ракеты с подводной лодки в водах возле своего восточного побережья и обещала применить жесточайшее противодействие против крупнейших современных военных учений, которые проводят Соединенные Штаты и Южная Корея за последние годы. Эти учения начинаются сегодня. Точнее, начались, потому что с учетом того, что у нас вечер, у них там уже глубокая ночь, а в Корее может быть уже и 14 марта наступило. Вот. Но тем не менее, Соединенные Штаты начали учения совместно с Южной Кореей. Они очень крупные по вопросам безопасности в азиатском регионе. Ну вот Северная Корея решила отметить. Вывела в море подводную лодку. Судя о том, что написано в подлодке в водах у своего побережья, я так понимаю, с территориальных вод. И сделала пуск 2 ракетами с подводной лодки, пытаясь напугать Соединенные Штаты и Южную Корею, что они не дремлят и не дадут себя захватить. Хотя никто никаких тенденций не высказывает и сегодня не осуществляет в плане попыток захвата Северной Кореи, Южной Кореи, Северной Кореи. Вот такая вот обстановка в Тихоокеанском регионе, в восточном побережье Тихоокеанского региона на сегодняшний день сложилась. Ну что ж, на этом мы первую часть нашего с вами видео, военную и военно-политическую, закончим.
Я по традиции сделаю паузу. Вот здесь приглашаю, пока будет пауза, те, кто еще не подписан на мой канал, подпишитесь. Нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео на моем канале, и вы их будете смотреть тогда в оригинале. Вот. Кому нравится это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, и тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. У меня такой вопрос. Что будет с той выжженной землей, на которой шли бои, и теми городами и селами, которые стерты с лица земли или очень разрушены? Неужели она уже совсем непригодна для жизни? И по поводу плана Маршалла. Страны Европы разобрали себе города крупные и перспективные. А вот Бахмут, Марьинка и такие подобные, что с ними? Заводы, фермы, электростанции, железные дороги и вокзалы, больницы, вся инфраструктура. Это просто уму непостижимо. Сколько разрушений, сколько людей остались без крова. Прокомментируйте, пожалуйста, этот вопрос. Ну, вы, кстати, да, прокомментирую. Но смотрите, я сейчас расскажу классику, так как должно быть, так как написано в законодательных актах, что за счет репараций, то есть виновная сторона выплачивает репарации, и за счет создания благоприятного инвестклимата для желающих инвестировать в нашу экономику, государство должно организовать восстановительные работы, то есть отстроить все вот это, что вы перечислили, инфраструктуру всю, и транспортную, и коммуникационную, и жилищно-коммунальную, и медицинскую, всю, плюс восстановить жилье и недвижимость, которая была у граждан, естественно, документы же все сохранились, реестры все целы, и предоставить гражданам. Вопрос соответствия жилья решается в индивидуальном порядке с каждым гражданином. Ну, допустим, там изменение планировки квартиры, конечно же, ту хрущевку никто не будет восстанавливать, будет восстанавливать современное жилье. И государство установит какие-то правила компенсации того утерянного жилья или утерянного недвижимого имущества, которое было. Насчет движимого имущества здесь немножко сложнее процедура. Здесь компенсация может быть выплачена за счет репараций. Я имею в виду там, автомобили или другая техника. Если она была в распоряжении, у людей есть документы на эту технику. То есть это все должно покрываться либо за счет привлечения инвестиций государством, либо за счет выплаты репараций проигравшей стороной или страной-агрессором, которая будет осуждена на основании решений Международного трибунала, Международного суда. Это, кстати, то, что мы сейчас создаем, и то, к чему мы готовимся, к его проведению. Вот эти вот все работы. Соответственно, если хозяева погибли, значит есть у них родственники. Они имеют право на такие же компенсации. Плюс еще должны быть выплачены индивидуальные компенсации за нанесение морального и психологического ущерба. Я напомню, что Германия закончила выплату репараций по итогам Второй мировой войны где-то уже ближе к 2000 годам. В 90-х годах, я помню, у нас я знал людей, которые получали от Германии компенсации. Это было в евро, это были очень солидные суммы, и они получали. Я не знаю, как здесь сейчас механизм будет сделан, но по классике должно быть так. Материальный ущерб плюс моральный ущерб должен быть компенсирован за счет репараций проигравшей стороны. Ну и компенсация недвижимого и недвижимого в основном имущества за счет государственных программ и
и создание благоприятного инвест-климата. То есть вот эти все разрушенные дома, города, никто никого не обойдет, поверьте. Даже такие, вспомните наш Буча, Ирпень, кто когда знал эти небольшие города-спутники в районе Киева. Сейчас там идет восстановление транспортной инфраструктуры и решаются вопросы по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства. Знаю, что люди оформляют акты и подают их в местные советы, кому нанесен ущерб домам, там, каким-то строениям и так далее. А дальше пока что где-то помогают волонтеры, где-то помогают выплаты государственные, по-моему, еще не начались. Я точно не знаю, не буду говорить. И люди пока что восстанавливают. Но акты все оформлены, сметы составлены. И люди в ожидании, что государство начнет компенсировать те убытки, которые они понесли в ходе этой войны. Поэтому, поверьте, никто никого не забудет. И все будет отстраиваться. Да, никто не будет повторять старые строения, будет все отстраиваться новыми современными домами, квартирами и всем остальным. Вопрос, что мешает кораблям, за которые вы говорите, что они в портах, выйти в море на 1-2 километра, сделать пуск? Им же не нужно выходить на 30-50 километров. Это по большому счету ничего не изменит. Так что делать прогноз, вероятно, бессмысленно, учитывая фактор в порту, они или на дежурстве. Тем более, пока вы вечером об этом сообщите, обстановка уже 10 раз успеет поменяться. Ну, во-первых, я стараюсь следить, и перед началом видео я уточняю, вышли они в море или не вышли. Вы абсолютно правы, это война. И, допустим, когда основная часть российской Черноморской флотилии, Черноморского флота находилась в Севастополе, то да, даже были случаи, когда они выходили просто на рейде порта, они осуществляли пуски. То есть жители Севастополя наблюдали эти пуски просто с берега невооруженным глазом. А потом они возвращались в порт. Да, это такой вариант возможен. Но вы не забывайте, что это крылатые ракеты, у которых программируемый этот самый маршрут. И для того, чтобы он правильно начался и ракета его осуществила, надо осуществить пуск именно с того квадрата, с того места, с которого проложен маршрут. Чтобы как только она ложится на траекторию, то есть ее, когда маршевый разгонный двигатель как только сработал, на момент запуска маршевого двигателя уже ракета должна сориентироваться в пространстве, и ее система управления должна понимать, куда дальше двигаться, как лечь на курс и начать выполнение полетного задания, которое в нее заложено. А так, в общем, конечно, война есть война. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот все говорят о будущем наступлении, даже поговаривают, откуда начнется и куда будет его направление. А не опасно ли это в смысле, что Россия же тоже это все слышит и знает? Они подгонят на теоретическое место прорыва больше техники, подготовятся. И в их же интересах не допустить прорыв, не допустить наше наступление. Может, нам было бы лучше молчать? Как вы это прокомментируете? И еще, если Россия о будущем наступлении знает, а она скорее всего знает, то почему никаких новостей, заявлений, опасений не слышно в их СМИ? От пропагандистов, официальных лиц, телеграм-каналов и так далее. Полная тишина. Ну, давайте по порядку. То, что мы анонсируем наше наступление, это элемент информационной войны. Это информационно-психологическая спецоперация. Кто вам сказал, что наступление будет так? Вот я вам рассказываю, я всегда подчеркиваю, допустим, что это вероятно, может быть, или это моя субъективная точка зрения. Какая субъективная точка зрения в генеральном штабе, этого не знает никто. Кроме начальника генерального штаба, там, главкома и еще ряда офицеров-операторов, которые занимаются разработкой этого наступления. Мы с вами этого не знаем. Противник этого тоже не знает. Если бы он точно знал, то мы бы уже видели его реакцию в плане там, постройки оборонительных сооружений. Вот. Поэтому говорить надо, анонсировать надо. Это демонстрация силы и намерений.
для того, чтобы враг нервничал. Нервничал и боялся. Что они, кстати, прекрасно и делают. Они там на Запорожском направлении в степи роют окопы вдоль и поперек. Уже хотят от Новой Каховки до Мелитополя перекопать всю степь. Может, там заодно растительный канал построят. Пусть копают. Не факт, что мы вообще пойдем наступать в этом направлении. Поэтому они тратят силы и средства, они тратят деньги, и они постоянно к чему-то готовятся. А мы пойдем совсем в другом месте. Вот почему. И теперь мы плавно с вами переходим, почему они молчат. Потому что они проигрывают в этой ситуации, и любое сообщение о том, что Украина готовится к контрнаступлению, это проигрыш в информационной войне. Почему? Потому что сегодня вся риторика российской пропагандистской машины направлена на что? На победу, на захват территорий, и они об этом постоянно говорят. Они вспоминают, что там где-то Украина пытается говорить, какое, смотрите, мы идем вперед, мы не останавливаемся. Если они сейчас начнут говорить, что Украина готовится к массированному контрнаступлению и что нам надо браться за лопаты и рыть оборонительные рубежи, завтра у них разбежится половина армии. Это сильно снизит моральный дух военнослужащих. Это снизит моральный дух общества. Общество начнет задавать вопросы, а где же вторая армия в мире? А почему она обороняется? Вы от кого? От Украины? Украина в контрнаступление будет переходить? Вы о чем? Люди в Кремле. Поэтому они молчат, как рыба об лед. И чем больше мы об этом говорим, чем больше мы там вариантов, а потом будет лотерея. Для них это будет лотерея. Вытянут они свой счастливый билет или не вытянут. Конечно, мы сделаем все, чтобы они его не вытянули. Может, там и билета их счастливого не будет в этой лотерее изначально. Поэтому вот такая вот информационная война ведет. А они свое общество, соответственно, настраивают на то, что у них там все хорошо. Как Путин всегда любит говорить. Все идет по плану. Все по плану. 150 тысяч потерь, это все по плану. Вот. И мы уже вот-вот на пороге победы. Вот-вот. Завтра мы уже все возьмем, все победим, всех победим, и начнем переговоры с Западом. Он же нас с вами в упор не видит, он все хочет сесть за стол переговоров с Западом. Так что и здесь борьба. Слава Україні! Доброго вечора. Поясніть, будь ласка, про противотанкові міни. Тобто, якщо ви кажете, що у танка менший тиск на ґрунт, чим у людини, то теоретично людина може підірватися на цій міні. І ще один вопрос. Как катапультируются вертолетчики? Ведь сверху винт, который их перемолит в фарш. Ну, давайте по порядку. Первый вопрос. Может ли человек подорваться на противопехотной мине? На противотанковой мине? Может. Если солдат с полной экипировкой начнет прыгать на этой мине, на взрывателе, и создаст усилие более 160 килограмм, он взлетит на воздух. То есть мина все-таки взорвется. Вот. Поэтому, а если он просто наступит ногой, при там весе меньшем, чем 160 килограмм, то мина не сработает. Что касается танка, удельное давление меньше, чем у человека на квадратный сантиметр. Вот представьте, трак стоит на идеально ровной поверхности, причем на мягкой, на грунте, если он стоит на земле или на песке, то тогда у него давление распределяется равномерно. И оно меньше, чем у человека на квадратный сантиметр. С учетом нашей стопы площади и с учетом площади гусеницы. А теперь, если танк стоит на асфальте, то на траках есть такие выступы металлические, они называются грунтозацепы. Так вот, на этих грунтозацепах бешеное давление. Потому что не вся площадь трака лежит на асфальте. Это элементарная физика. А если танк наезжает одной гусеницей на препятствие, то представьте, когда катки проезжают, во-первых, трак ложится на это препятствие, допустим, на ветку дерева, да, он наезжает. А за счет натяжения гусеницы и за счет наезда каждого катка танка на этот выступ, который образовала гусеница над веткой, он ее давит как пресс.
так, что из нее сок вытекает. Он ее в щепу просто раздавливает. Поэтому, когда танк наезжает на взрыватель противотанковой мины, благодаря большой площади самого взрывателя, а там больше 10 квадратных сантиметров, площадь этого взрывателя, он текстолитовый, естественно, танк его продавливает. Он его либо грунтозацепами продавливает, либо каким-то предметом, который твердым, который находится там. Или просто вот он на площадь давления, площадь гусеницы, давящей на этот взрыватель, суммарно дает, не удельно на сантиметр, а суммарно дает больше 160, нагрузку больше 160 килограмм. Таким образом подрывается противотанковая мина. Все очень просто. Обыкновенная физика. Теперь, что касается, как катапультируются вертолетчики. Ведь сверху винт, который их перемолит в фарш. У них есть, действительно, у вертолетчиков, они играют в лотерею. В новых самолетах, вот серия К, российских вертолетов, извините, у них лопасти могут отстреливаться. Если бортовые системы не повреждены и работают, то тогда, да, пилот может отстрелить лопасти, и тогда они вываливаются, он и штурман вываливается из кабины, и при этом им надо еще постараться отпрыгнуть так, чтобы максимально удалиться от вертолета. А во всех старых моделях, да, винт по инерции вращается, и это просто лотерея. Плюс вы же не забывайте, что вертолеты, как правило, летают на очень малых высотах и довольно на маленькой скорости. То есть вертолет он же не планирует. Если поврежден редуктор несущего винта, все. Вертушка падает, и практически выбраться нереально. Если вертолет еще сохраняет летучесть, и пилот пытается его как-то удержать, то тогда у членов экипажа есть шанс добежать до двери и выпрыгнуть из вертолета. Вы же не забывайте, что у них нет катапульты, у них нету двери рядом с ними. У них форточку может открыть. А так ему надо через кабину выбегать в салон, и там только дверь, и там выпрыгивать. То есть у вертолетчиков практически нету. Кстати, они даже придумали, у них есть упражнение посадка с выключенным двигателем. Вот это упражнение было придумано именно для того, чтобы попытаться дать хоть какой-то шанс на спасение членам экипажа. То есть, если винт вращается, но двигатель уже не работает, они могут попытаться хоть чуть-чуть смягчить падение этого вертолета. Практика показывает, что нет, что экипажи вертолета, как правило, разбиваются в большинстве случаев. Чи можуть патріоти стріляти по наземних цілях? Я так понимаю, вы имеете в виду комплексы Patriot, зенитно-ракетные, которые нам сейчас будут передавать. Смотрите, любой комплекс, зенитно-ракетный комплекс имеет установку стрельба по земле. Есть положение тумблера «Земля», и ракета будет лететь по наземной цели. Но дело в том, что тратить ракеты Патриота на наземные цели, это, я не знаю, какое кощунство или какое безрассудная трата ценнейшего оборудования. Дело в том, что ракета любого зенитно-ракетного комплекса, она в основном осколочного действия. И в ней довольно небольшой заряд. То есть разрушений она не принесет. Ее задача создать облако, если не прямое попадание, то задача ракеты создать облако из осколков, через которое пройдет цель и получит повреждения, которые нарушат техническое состояние цели. И, соответственно, эта цель дальше не сможет выполнять ту функцию, полетное задание, допустим. Ракета крылатая там посечет ее осколками, повреждает, она падает, допустим, мозги откажут или двигатель у нее откажет. Если взрыв много осколков там ударило в ту же баллистическую ракету, она может взорваться в воздухе от этого, или опять же разрушившись, потеряв скорость,
и стабилизацию, просто упасть на землю и на земле взорваться, или просто упасть как болванка. Вот. Так что, ну, так, да, действительно, в любом комплексе есть положение Земля, и можно даже ничего не переделывая. И, кстати, в С-300 тоже есть положение Земля, и можно ничего не переделывать. Просто россияне повышают точность таким образом, переделывая эти ракеты, добавляя блок GPS-навигации и вводя туда координаты, для того, чтобы она была более-менее точная. Она еще и точность у нее довольно низкая вот в этом варианте. А так, да, такое положение существует. Такой наивный вопрос. Откуда рождаются позывные? Кто кому дает имя? И серьезно, откуда это пошло? Смотрите, дело в том, что позывные это как прозвище, как фамилия. Человек проявляет какие-то, как в школе дают прозвище? Вот человек проявляет какие-то особенности своего характера, поведения, у него есть какие-то физиологические особенности. И ему присваивают, ну в школе мы тогда это называли прозвище, да, клички. Вот. Когда-то даже было модно, когда еще все гуляли на улице, не было электронных гаджетов, собирались там группы, и там тоже были своя иерархия, и были, конечно, свои клички и прозвища. Точно так же здесь. Взрослые мужики, но принцип примерно тот же. Кто-то придумывает сам и говорит, у меня позывной такой-то. Для чего это придумано? Это придумано для того, чтобы не выдавать свои персональные данные в открытый эфир. Почему? Потому что сейчас, да, станции цифровые с шифрованием, двойным шифрованием, сквозным шифрованием. И то с помощью радиоэлектронных средств это можно перехватить, можно попытаться расшифровать и так далее. Вот. А так, допустим, у него там позывной какой-то, там позывной Стриж. Да, но все свои в своем подразделении знают, кто такой Стриж и о чем идет речь. Но противник даже не догадывается, кто это такой и о чем идет речь. Если, допустим, переговоры идут по открытому каналу или нешифрованной связью, или по телефону, допустим. Вот для этого это делается, именно для маскировки. Откуда, и, кстати, пошло это уже из военных конфликтов послевоенных времен. Потому что во Вторую мировую войну не было позывных ни у экипажей, ни позывных у личного состава. Были только позывные у связистов, у точек связи были позывные. Вот. И тогда, ну вот, допустим, если речь шла только о очень больших начальниках, то обычно их называли там первый пришел, или там какой-то еще, вот, или там первый отдал приказ. Вот. Тогда все понимали, о чем идет речь. А уже в послевоенных конфликтах развилось вот это вот, чтобы не говорили там Серега, какой Серега? Ну это Петров, который. Вот чтобы такого не было, говорят там, называют позывной, и все понимают, к кому это относится, и что для этого. И этот человек выходит на связь и, соответственно, общается и передает какую-то информацию. Точно так же иносказательно передается информация о других вещах. Ну вот, допустим, в годы афганской войны были такие таблицы позывных, с помощью которых, ну, тогда у нас не было цифровой связи, кстати, вот, работали по аналоговым станциям, радиостанциям, и в открытую говорили, у нас чернила заканчиваются, там знали, что надо привезти топливо, или, допустим, огурцы закончились, или подкиньте карандашей, нечем рисовать. Это все знали, что надо привезти боеприпасы, допустим, для реактивной артиллерии. Вот такие вот, а позывные, они вот поствоенный период, они заняли свое место, и сегодня экипажи имеют позывной, солдат имеет позывной, офицеры имеют позывной, для того, чтобы не раскрывать персональные данные. Добрый день. Такой вопрос. Вам не кажется,
что чем дальше Вагнер продвигается в районе Бахмута, тем опаснее для них становится положение. Ведь если вооруженные силы ударят с севера на юг, со стороны Сиверска, и смогут вклиниться хотя бы на 15-20 километров, то тогда вся группировка Российской Федерации в районе Бахмута попадет в оперативное окружение. И им придется бежать оттуда, как из Изюма. Думаю, такой удар вполне мог бы стать отвлекающим, а основной уже мог бы быть на юге в сторону Мелитополя или Мариуполя. Идея очень хорошая, и да, я сам вижу этот северный выступ, он уже даже имеет свое название в среде военных аналитиков, экспертов, что это северный выступ, да, над Бахмутом, он навис. Но судя по тому, что генеральный штаб не предпринимает попыток нанесения такого флангового удара, который бы срезал этот выступ, я так понимаю, что сил и средств у нас, к сожалению, на нанесение такого удара нету. Нам, дай бог, выстоять в оборонительной операции и при этом не сжечь там резервы, которые должны будут принимать участие в контрнаступлении. Потому что сейчас уже потихонечку начинают туда тянуть свежие резервы для удержания ситуации под контролем в районе Бахмута и вот этих вот северного и южного выступов, которые образовались за Бахмутом. То есть для удержания коридора. Так что, хотя ситуация, я скажу вам, даже нашли аналогию в 1943 году, Барвенковский выступ, он был именно точно так же. Он образовался, Красная Армия его создала, они думали, что они захватили плацдарм, и немцы с танковой армией срезали Барвенковский выступ и окружили и разгромили довольно большую группировку советских войск. Очень, очень даже похожая ситуация. Но, к сожалению, я так понимаю, сил и средств на ее проведение сегодня у нас нету. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вакуумні бомби, що роблять артилерійську підтримку без артиллерии. Ну, давайте так, это не вакуумные бомбы. Нет, мы, кстати, не используем, у нас нет вакуумных боеприпасов, нет боеприпасов объемно-детонирующего взрыва и нету термобарических боеприпасов. Это все использует Российская Федерация, в частности термобарические боеприпасы. А вот то, о чем вы говорите, то у нас создали боеприпасы на базе гранатомета, сделали боеприпас, который осколочный, дистанционного действия. И сделали они его по опыту вооруженных сил Израиля в 6-дневной войне. И тогда есть даже видео в интернете, можете посмотреть, что делают. Они берут баллон, сделали, кстати, на основе огнетушителя. Вот, берут обыкновенный вот огнетушитель, пустой, естественно, и заполняют, делают к нему, доваривают к нему хвостовик, который накручивают на заряд гранатомета. И, соответственно, сам баллон огнетушителя заполняется взрывчатым веществом и предметами, которые создают массовые осколки. Это могут быть там обрезки металла, там железки какие-то, гайки, болты, все же подручный материал. И пускает его. Дальность может быть там до нескольких сотен метров под углом 45 градусов, выстреливают, взрыватель ставят замедлением, и, соответственно, этот заряд подрывается над окопами противника и фактически играет роль миномета или артиллерии, которая ведет огонь на воздушных разрывах, что дает ей возможность более эффективно наносить поражение противнику, который укрывается в окопах. Вот такой вид боеприпаса, да, есть созданный нашими бойцами, но его придумали
не сейчас и не сегодня. Он использовался еще в войне, по-моему, в войне на истощение. Такая была 4-летняя война между арабами и израильтянами, и его придумали израильские солдаты. Наши просто сейчас подхватили, вспомнили этот опыт и придумали вот такой вот, и сделали такой вот вид боеприпаса. Пока агрессор не потеряет безвозвратно не ранеными, безвозвратно не ранеными, то есть убитыми, 13-15 миллионов человек, его не остановить. Это бульдозер, не считающийся с потерями. А это Украине не под силу. Думаю, без непосредственного участия в боевых действиях союзников Украины не обойтись. Вы глубоко заблуждаетесь, глубоко ошибаетесь. Россия на сегодняшний день уже никакой не бульдозер. Они не могут сдвинуть с места Бахмут. Да, они там имеют частичный успех, но, извините, 3 месяца брать Бахмут — это не бульдозер. Это какая-то тележка, и то со спущенными колесами, которую очень тяжело толкать вперед. И без лошади еще, если так по большому счету брать. Для России цифра в 1 миллион человек неподъемная. Смотрите, Россия провела 300 тысяч мобилизаций, они пытаются продолжать мобилизацию, но они ее не могут проводить. Путин не объявляет вторую волну, полумиллионную, он планировал к лету еще 500 000 отмобилизовать. Сегодня мобилизация идет, но она идет очень тихонько, очень вяло. Почему? Потому что пропускная способность мобилизационной системы Российской Федерации не более 100 тысяч в месяц. Не более. А потом нужно еще месяц перерыва для того, чтобы пополнить запасы, формы, обмундирования, точнее амуниции, оружие. Надо освободить учебные центры. Вы посмотрите, они даже в Белоруссию везут свой личный состав, чтобы их там обучали. Не хватает инструкторов. Вы послушайте, что говорят сами мобилизованные в своих видеообращениях к Путину. Что их никто не готовил, никто не учил. И для России сегодня критично, даст Иран форму 40 тысяч комплектов до весны или не даст. Потому что переодевать не во что. Они сегодня снимают бронежилеты, выдают бэушные, которые на складах. Каски выдают советские. О каком кевларе там, ни о каком кевларе речь не идет на касках. Да, красивый чехол одевает, но это же не делает каску более защищенной. Поэтому они полки создают стрелецкие, а не мотострелецкие. Стрелковые, точнее, а не мотострелковые. Потому что нету техники. Сегодня вы посмотрите, что за техника едет в эшелонах. Вот показывают, очень классное видео, погуглите, рекомендую. Показывают 103-й бронетанковый завод Российской Федерации, который ремонтирует Т-62. Не Т-90 создает, не Т-72Б3 версию, не Т-80БВ, Т-62. И они там, модернизация танка, рассказываю. Новая радиостанция, прицел с тепловизором и третье там, не помню, и активная защита. Все, точнее не активная, а динамическая защита в виде вот этой черепахи на танк. Все, это модернизация. Но красиво там стоит танк, черепашка такой весь он, в этих кубиках железных. Показывает этот экран тепловизионного прицела, то есть он теперь ночью может стрелять. Но у него система стабилизации, решающее устройство, то есть система управления огнем осталась от Т-62. И то, что ему поставили цифровую радиостанцию вместо китайскую, вместо старой советской аналоговой, вот это вся модернизация. Но обратите внимание в этом видео, на что я вам рекомендую обратить внимание. Там показан конвейер, вот не конвейер, ну цех, и эти танки стоят на них работают, ремонтируются, да, модернизируются, так они называют. Посмотрите, в каком состоянии эти танки. Это жесть. Это металлолом. Они там мучаются с ними и из металлолома пытаются их возродить. Да, на выходе красивый танк, но темпы
этих их ремонта. И их состояние просто дичайшее. Они делают полный капитальный ремонт со снятием башни, со снятием двигателя, с переборкой ходовой части. А вы говорите, какие 15 миллионов? Да Россия даже повесток не напечатает на 1 миллион человек. У них бумаги не хватит на сегодняшний день. Поэтому нет, Россия сегодня находится на пике своих военных возможностей. Причем и в плане мобилизации тоже. Иначе бы, если бы Путин мог сегодня поставить 1 миллион под ружье, то они бы и поставили этот 1 миллион. И с трехлинейками гнали бы их в атаку на наши пулеметы. Но они этого сделать не могут, физически не могут. Экономика страны, система государственного управления не способна сегодня выдать такое большое количество. А вооружить тем более нечем. Вот, кстати, это опять мы возвращаемся к разговору о том, насколько Путину нужны переговоры, нужно прекращение огня, потому что экономика России просто захлебывается. Она не в состоянии выдать потребности, покрыть хотя бы частично потребности армии российской армии в этой войне. Ну что ж, на этом мы вот на таком оптимистичном вопросе, на мой взгляд, для нас, для украинцев, мы закончим вторую часть вопросную, и у нас остается с вами третья часть. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали. И вот первым будет такое: появилось у Российской Федерации, да, надо факт признать, что вчера начались обстрелы УАП-1500. Стали применять с блоком управления и коррекции, который делается из обычной неуправляемой авиабомбы, планирующей высокоточный боеприпас. Я даже вам специально скажу. Бомба называется Гром-Э1. Планирующая российская они используют. Система наведения инерционная плюс спутниковая у нее. То есть на бомбу одевается оперение, которое раскрывается после ее сброса. И бомба начинает планировать. Масса боевой части здесь. Боевая часть осколочно-фугасная. Масса боевой части у этой бомбы 315 килограмм. Максимальная дальность пуска 120 километров, то есть она может планировать 120 километров при сбросе с высоты 12 километров и скорости 1600 километров в час. То есть при сбросе этой бомбы на сверхзвуковой скорости и с высоты 12 километров эта бомба может пролететь 120 километров. Ну и россияне надеются, что она еще попадет в цель. Будет относиться к категории высокоточных боеприпасов. Здесь, кстати, в комментариях уже даже пишут, что работают такими типами бомб, планирующие с коррекцией по Авдеевке. Только применяют бетонобойный УАП-1500Б. По промке Авдеевка не хутор, а крупнейший в Европе коксохимический комбинат. Размеры себе представить себе можете. Вот такая вот ситуация, что да, Россия тоже стала применять планирующие бомбы. И они у нее есть. Эксперты оценили в 12,4 триллиона долларов контролируемой Россией месторождения Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на канадскую компанию, исследующую геополитические риски. По оценкам исследователей, Украина потеряла 63% месторождений угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% редкоземельных металлов. Ну а вы же понимаете, что всегда войны ведутся за ресурсы. Вот и эта война, Россия, не просто так они отчертили Юго-Восток, не просто так они хапнули Крым, потому что шельф Черноморский, мы же все видели, сколько вышек наставили и что они качали. Газ, нефть качали на Черноморском шельфе. Поэтому, да, будем все отвоевывать, будем все возвращать.
одно обстоятельство меня очень огорчает и удивляет. Почему вы практически никогда не говорите о ситуации в городе Очаков. Прошлой ночью был страшный обстрел города. Пострадали дома, многоэтажки, частный сектор. И так практически каждый день. Город беспощадно обстреливает. В день по 5-6 обстрелов бывает. О больших городах говорят везде в новостях и постоянно. А как же так? Неужели в Очакове не такие люди живут? Не могу понять, почему так происходит. Заранее благодарна за ваш ответ. Смотрите, кстати, вы очень справедливо заметили. Я так понимаю, что по какой-то причине, может быть, просто недосмотр. Город Очаков выпал из свода Генерального штаба. Сегодня, на редкость. Видимо, вчера кто-то прочитал из Генштаба ваш комментарий. Сегодня в сводке Генерального штаба есть город Очаков. И есть упоминание о обстреле города. И я об этом в своем видео тоже сказал. Я стараюсь придерживаться официальных источников информации. И поэтому, кстати, даже в сообщениях военно-гражданской администрации практически не упоминается город Очаков. Вот именно поэтому он, скорее всего, выпал из информационного пространства. Это точно так же, вы не одни такие, к величайшему сожалению. Это точно так же, как Марганец, как Никополь. Они тоже очень редко упоминаются, хотя по этим городам ведется просто сумасшедший обстрел, особенно из реактивных систем залпового огня. Там градами кроют Никополь и Марганец практически очень и очень часто. Вот. Так что я так понимаю, что это проблема всех населенных пунктов, которые попадают под огневой обстрел. Потому что если мы говорим, что там 30, там 20 населенных пунктов, все не перечислишь. Где-то маленькие деревушки, где-то маленькие села, где-то небольшие города или поселки городского типа, а где-то уже более-менее крупные районные центры. Вот крупные города попадают в сводку, мелкие меньше попадают в сводку. Ну, будем стараться упоминать. Будет информация, будем ее озвучивать. Насчет автобуса в Молдавии. Очень напоминает. Нас также со всей Украины за 500 гривен на Майдан в 2013 году свозили. Но это другое. Интересно, что вы имеете в виду другое? Вы так написали нас. Вы были на антимайдане? Потому что у нас Майдан собирался патриотично настроенными гражданами и ехали целыми населенными пунктами и в основном на транспорте более крупном. А вот автобусами на антимайдан, да, по 500 гривен, да, свозили. И я помню эти автобусы, как их пытались там, полиция их защищала, сопровождала, их пытались активисты перехватить. И этот антимайдан действительно за такие деньги был в Мариинском парке. Ну, кстати, было у них там основное место базирования. Вот. А все остальные люди, которые приезжали, кто каким способом добрался. Вот, кстати, даже те автобусы, которые или маршрутки нанимали для того, чтобы доехать до Киева и поучаствовать в Майдане, вот их высаживали и останавливали и разворачивали полицейские. Полиция, тогда еще на подъезде к Киеву, на подъезде к областным центрам. Вот это вот было. А автобусы, да, видимо, бы были с другой стороны баррикады. Если вас везли на Майдан за 500 гривен, как вы пишете в своем комментарии. Про отказ Зеленскому в выступлении на вручении Оскара надо было еще сказать про ответ продюсера Оскара Уилли Пекера, чернокожего. Он сказал, что весь мир следит за войной в Украине только из-за того, что это война белых. Да, действительно, он так сказал. Видите, они бьют на расизм, что войны, в которых убивают темнокожих, якобы никто не отслеживает. Поэтому вот для того, чтобы достичь равенства, он дал понять, что в этом вопросе. Поэтому война ж белых с белыми. К сожалению, вот такие элементы расизма, они проявляются в самых неожиданных местах, на мой взгляд.
Олег, люди забывают, что есть войска РФ, а есть отдельно ЧВК, МОБики, ДНР, ЛНР, Росгвардия и прочие соединения. А это все разные статьи расхода и их живой силы. Нет, сегодня это все. Кстати, МОБики, ЛНР, ДНР, их просто перегруппировывают и по мере уменьшения их объединяют в одни и те же в сводные подразделения. Но их управление, руководство осуществляется исключительно, их, кстати, давно уже зачислили в составе двух корпусов в 8-ю общевойсковую армию Южного военного округа. Так что они уже давно ресурс вооруженных сил Российской Федерации. Росгвардия, да, согласен, это абсолютно отдельная федеральная структура, у которой своя подпитка, но Росгвардия не принимает участие в боевых действиях. Может быть, где-то там спецназ их и воюет, но Росгвардия в основном стоит во втором эшелоне, и Росгвардия здесь, на оккупированных территориях, выполняет роль правоохранительного органа. Они устанавливают комендантскую службу, вот эти правопорядок там и все остальное. И они не находятся на передовой. У них свои поставки, свое финансирование, свое все. ЧВК содержится Министерством обороны. Если ЧВК не даст боеприпасы, точнее Министерство обороны не даст боеприпасы, то ЧВКшникам нечем будет даже просто стрелять в бою. Наиважнейшей приметой удачи русского народа есть его садистская жестокость. Максим Горький. Ну тут, как говорят американцы, no comment. Я в прошлом видео писал о себе, прошу дать ответ. Я не военнообязанный, но хочу служить в Украине. На системах НАСАМС, образование высшее, инженер телекоммуникаций, связи. С уважением, Юрий. Юрий, пожалуйста, погуглите, по-моему, у меня в описании есть вот этот, я писал о курсах, где набирают на повітряні силы. Если нет, значит на сайте Генерального штаба или на сайте Министерства обороны. Посмотрите телефон, позвоните или придите в центр комплектования, заявите о своем желании, и вы попадете именно, а тем более вы не военнообязанный, вы пойдете именно по тому желанию, которое вы изъявите. Вот. Если, допустим, комиссия признает вас годным для прохождения службы вот на таких системах, вообще не проблема. По поводу состава группировки российских войск. Первое кадровые, второе добровольцы, третье зомбированные, третье мобилизированные, четвертое наемники, пятое Росгвардия, шестое кадровые ЛДНР, седьмое мобилизованные ЛДНР. Да, тут вполне может набраться и миллион. Но если бы миллион набрался, мы бы о нем говорили. Сегодня даже не набралось 400 тысяч на территории Украины. Это все разведка посчитала. Вот те 340, которые гуляют по сети, цифра 340 тысяч, это все, что посчитала наша разведка. Тут все, что вы перечислили, все оно здесь включено. Так что ни о каком миллионе речи на сегодняшний день не идет. Здравствуйте, про Молдову все правильно сказали, спасибо за это. Это проплаченные акции, причем за 20 евро. Собирают бабушек с деревни, которые идут за деньги. Причем я видела, как некоторые не идут на сам митинг, а просто пережидают в парках. Слава Украине. Ну, для нас это просто все уже в прошлом, мы это все проходили. Привет из Сумщины. Спасибо за информацию. У нас тут несколько дней просто жесть. И обстрелы, и ракеты по нам. Орки взбесились. Но держимся, народ на нервах. Злость кипит. Надо орков успокоить. Хорошо бы там стрижи полетали или другие какие птички. А то россияне взбесились. Их надо подлечить успокоительными средствами. Они по бавовне соскучились. Их хлопки хорошо успокаивают. Слава Украине, слава Соединенным Штатам. Слава Евросоюзу, слава Сумской теробороне. Вы сильно ошибаетесь, думая, что у Китая нет собственного производства процессоров, и сильно переоцениваете ценность тайваньских, я так понимаю,
ценность Тайваня для Китая. Он важен, но не жизненно необходим. Я знаю, что в Китае есть процессоры, но, чтобы вы понимали, китайский процессор в десятки раз хуже тайваньского процессора. Вот именно поэтому. Ну и плюс Китай не может потерпеть посягательств на свою территориальную целостность. Не могут они пережить две системы, одна страна. Вот этот принцип, естественно, в диктатуре, в диктаторском государстве существовать не может. Это ставит под угрозу существование самой диктатуры, которую выстраивает Си Цзиньпин. Советую не обращать внимания на Оскар. На сейчас это показушная оргия зажиравшихся идиотов. Я тут добавлю для одаренных в кавычках личностей. Оскар это другой мир. И я в принципе согласен с тем, что выступления отклонили. Это комедия на публику, а у нас реальная война. Кто хотел, те выражают нам поддержку, независимо от статуэток. Ну что ж, очень хороший комментарий. Вопрос, когда разносят эшелон с мобиками, там должно быть море трупов. Эти потери как-то учитываются в тех числах, которые мы слышим, как уничтожено столько-то человек. Тот же вопрос, когда попадают по складу, по батарее, по аэродрому. Смотрите, те потери, которые противник несет в глубине своей обороны, они учитываются, но позже. Не в день, когда их нанесли. Почему? Потому что надо подтверждение разведки. Разведка подтверждает либо с помощью перехвата информации или документов, либо через свою агентуру на местах. Когда уже, допустим, завал там или остатки этого поезда разобрали, тела вывезли, и, естественно, они оценили, и пошла докладная, допустим, в вышестоящий штаб, что в результате обстрела эшелона понесено столько-то потерь убитыми, ранеными там, и так далее. Вот тогда это, ну оно получается, помните, даже одно время генеральный штаб писал, сейчас они перестали писать это в своей сводке. И я вам все время доводил, что пришло подтверждение там, за такое-то число, а это, как правило, там 2-3-дневной давности, о нанесении потерь там, в такой-то численности, в таком-то населенном пункте, там, хаймарсами или там артиллерией или там еще чем-то. Так что все учитывается. Не все сразу, но все учитывается. А ремарки в Германии знают единицы. Я при удобном случае спрашиваю. Только пара человек старшего поколения, которые читали его, помнят этот роман. Ну и на пасашок, по поводу русских паспортов на оккупированных территориях Донецкой области, то людей там принуждали и до февраля 2022 года менять документы. Мужчинам и женщинам иначе просто не давали людям работать и как-то там существовать. Жизнью такое назвать сложно. Даже если люди всячески отказывались, их принуждали, в том числе под угрозой расправы. Слава Украине, слава вооруженным силам Украины. Ну что ж, вот такие вот новости и комментарии прозвучали сегодня. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз напоминаю, кто не подписан, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео на моем канале, и вы их смотрели в оригинале на моем канале. Вот. Также поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть большее количество людей. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает каналу. Ну а мы с вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!